В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина Buff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы находимся на китайском сервере. Здесь у нас 42-й день сезона. И это значит, что сегодня у нас последний день континентального испытания 3-й недели. Ну что же, узнаем ли мы наконец-таки, играет команда сбора, либо призыва. Куда на этот раз делась команда горения, которая у нас показывала последние сезоны невероятные результаты? Заиграл ли Ашетиус? Заиграла ли новая команда призыва с бабочкой? Насколько хорош сбор, увидим дальше. Итак, у нас уже, можно сказать, все отбили. 7 часов 40 минут осталось до подсчета, до последнего подсчета. И первое место 6 миллиардов, почти 200 миллионов. Цифры заметно выросли, если учесть, что здесь у нас таких прям китов нету. И давайте смотреть. Почти 670 миллионов команда Ледяного Взрыва, здесь у нас Сова плюс 3 и Этерил вместо Зорика. Билдель у нас вот такая, ускорение сопротивление он здесь собирал, видим. Здесь 200, там 140, то есть по одной руне как минимум добавил. У Совы 200, она с артефактом. Сова плюс 3, как я уже сказал, Этерил 313 у него, она у нас с ракушкой. И Филосия 520 сопротивления раздает его. Виктор у нас, да, там много гадостей делает, поэтому здесь без сопротивления невозможно, я так понимаю. И питомец, Джин. Выбрал Джина, кстати. Почти 2 миллиарда урона. Почти 2 миллиарда урона, и это у нас разъедание. Сецидис плюс 5. Здесь у нас уже сопротивление не понадобилось, потому что Филта, самый простой босс. Без каких-либо ослаблений, сбивания энергии и всего вот этого вот. Рук. Неплохо уже одет, ускорение 23 и вот этот мифический предмет на 40 ускорения. Сакридея на раздаче атаки, 4400 атаки, остальное на остаток собирают в урон. Рейта, обычная рейта. И Пардис, 5700 атаки, раздача атаки. Он у нас здесь с ракушкой, он осуществляет разлом. Кстати, у Сакридеи у нас, да, артефакт вот такой вот. И кот. Кот с критуроном и с атакой. Ладелия. Здесь у нас команда яда, но она у нас здесь и с латером, тем более с пробуждениями, и с ловкачом, но без артефакта, он здесь с органом. Это далеко не самый лучший результат, потому что мы уже видели, что без ловкача и без латера они наносят почти миллиард. Серпентимида 480 просвещенности, 4000 атаки, пробуждений нету. Твич. Так, он здесь, получается, в атаку побольше, на остаток просвещенность, он у нас с ракушкой, ускорение 50 он собрал. Ловкача, так я уже показывал, он с органом у нас, 6000, кстати, атаки плюсом. На раздачу он сделал, латер у нас вот такой вот. Небольшое количество точности за счет артефакта есть. В остальном он сет кукольника. Основная его функция. И Агок вот такой. Ничего с виду необычного. Эргандер. Здесь уже тоже под 2 миллиарда, но здесь у нас Кульвида, извините меня, плюс 5. И Кукла, соответственно, и Маштур без пробуждений. Маштур у нас обычный. Сопротивление 200 тут единиц. Кукла у нас тоже 140 сопротивления имеет. 300 крит урона плюсом. 5000 атаки. Неплохо одет уже. Настенка плюс 2. Тоже сопротивление, раздача атаки. Атаки побольше. Кульвида 5000 атаки. 308 уже сопротивления. И глубинный дар, который вроде как должен позволять, с 5-м пробуждением, обращу внимание, он должен позволять единолично, без участия сундука, замедлять нашего Эргандера максимально. Что, собственно, наверное, он и делает. Но сопротивление все равно здесь есть, потому что, насколько я помню, там у него мерзкие навыки у Эргандера, тут без сопротивления не получается. Но так как у нас здесь Маштур есть, он накладывает штраф к точности, то, видимо, из-за этого он здесь нашим главным ДД не собирал много сопротивления. И Джин. Джин у нас здесь вот такой вот. 523, здесь у нас Лосения. Команда Ауры без пробуждений с Линой. Неплохой результат на самом деле. Очень неплохой результат. Если, конечно же, у вас есть Анализис. Тут у нас ничего необычного, обычная команда Ауры. То есть схема, стандартная.
Лизис и Лина. И кот, причем даже без пробужденных талантов. Но, кстати, таланты неплохие уже неплохие. Здесь у нас 300 миллионов почти, и это команда Горения. Босс Ирмуш, ну, если честно, не совсем, мне кажется, подходящий у нас здесь. Неподходящая команда, потому что они урон наносят от горения, да, который мы должны накапливать постоянно и переполнять босса, а Ирмуш там снижает вероятность наложения вот этих, ну, эффектов любых. Так что здесь, мне кажется, не совсем хороший вариант, но, видимо, он был выбран на остаток. Вполне себе неплохие характеристики, 5300 атаки плюсом, 270 крит урон, ничего себе, и 100% крит шанс. Еще и точности 128, ну вполне неплохо. Пайкстон на раздачу атаки, артефакта у него нету, да, он в принципе и не нужен, вроде как. Виньяра, ускорение 75. Просвещенность, опять просвещенность, я почему-то говорю. Сопротивление 362. У Волка тоже 388 сопротивления, кстати, а у них тоже есть? Нет, у них нету. У них нету. Только у Карфа 150. И то тут большая часть это у нас сет. Ну, интересно. Кот вот такой. Больше всего внимания уделил первому месту. Смотрим дальше. Топ-2. 5 миллиардов 400 почти миллионов. И филта у него заметно хуже. 1 400 000 000. Ладелия 880. Здесь уже видим Лотер без пробуждений. И есть Дуранка. И есть Бип. Тут особо ничего примечательного вроде бы нет. Единственное, что нету ловкача с артефактом. Здесь у нас дракончик с 5 талантами. Эргандер тоже у него неустрашимый. Кульвида плюс 3 только. И результат заметно хуже, на 400 миллионов. Лосения 1 117 000 000. Здесь уже поинтереснее. В 2 раза больше урон, чем у Таресии без пробуждений. Но хотя такое ощущение, что она может больше. Здесь он Виктора ударил ледяным взрывом. Ну, в принципе, так же, как и прошлый игрок. Тоже здесь сопротивление. Так, зачем-то он билдель ускорения здесь вот этот предмет поставил. 168 всего лишь крит шанса. То есть характеристики довольно-таки слабые. Сова плюс 3 без артефакта. Да. Филосия. Тоже на раздаче сопротивления. Этерил. И Джин. Джин вот такой вот. Ирмуш 232 миллиона. Здесь у нас тоже Виньяра. Кстати, у него даже скина нету. То есть он вроде бы донатер, но скин новый не поставил. То ли не понравился, то ли решил таким образом выделиться. Здесь у нас урон совсем маленький, 230 миллионов. Ну что есть, он, кстати, оленя поставил. Даже так. Третий игрок, 4 миллиарда. О, смотрите, как интересно. Топ-3 у нас с разъеданием без пробуждений. Удивительно. Рука у него с артефактом. Здесь у нас ускорение. И не то чтобы много крит урона. Но при этом показатель очень даже неплохой. 567 миллионов. Хотя, с учетом того, что на плюс 5 они бьют 2 миллиарда почти. Здесь очень плохое снаряжение, видим. 187 всего крит урон. Атаки 5300. Ну, хотя без пробуждений атаки вполне неплохо. Но вот крит урон слабенький. С Акридея очень много атаки. Никакого вообще крит урона, крит шанс. Рейта и Пардис тоже с ракушкой. И кот. Виктор 958 миллионов. Уже совсем другой результат. Сова у нас плюс 5, и она с артефактом. Тоже частично в сопротивлении. Раздача сопротивления имеется. У Филосии 400 всего, никаких 520. При этом результат уже под миллиард. Ничего себе. Это я понимаю, вот это уже интересно. Лосения. Здесь Таресия плюс 3. И 700 миллионов. Кот без пробуждений.
Не самый лучший результат. Далеко получается, не самый лучший. Так, здесь 380, и у нас все, можно сказать, без пробуждения. Это интересно. Кукла с артефактом. Настенка с артефактом. Глубинный дар с часами и с ускорением, с мифическим предметом на ускорение. Револ, так, со скоростью атаки и Кульвида. Вот такая вот на разломе. И наш товарищ сундук. С ускорением, обращу внимание. Неплохо, хотя, учитывая плюс 5, да, и 1 700 000 000, то далеко. Но, с учетом того, что здесь разница очень большая по команде, вполне себе неплохо. Ирмуш 245. Здесь у нас команда та же, только с сундуком. Показывать ее уже не буду. 1 131 000 000. Здесь у нас ловкач, причем ловкач с артефактом. И это довольно-таки плохой результат. Но я его, конечно, покажу. Ловкач с артефактом у нас здесь впервые. Давайте быстренько пробежимся. Но это плохой результат. Дракончик с хорошими талантами вроде бы, но без пробужденных талантов. 4 место. Так, 900, вот смотрите, 900 миллионов, да, и без всяких латеров, без всяких ловкачей, без всяких артефактов. Вот такой вот мы смотрим. Твич у нас здесь плюс 3. Серпентимида 505 просвещенности, 3100 плюсом атаки. Кстати, у него точности вообще 64. Ну, это что-то, мне кажется, уже слишком уж мало. Ну, слишком мало. Хотя, может, нет, ей точность нужна, она ж кучу ядов там раскидывает. Ну, не знаю, видимо, он смотрел и видел, что этой точности достаточно. Интересно. 842, здесь у нас плюс 4. Ну, плюс-минус то же самое, только чуть-чуть побольше урона. Виктор 550, здесь у нас сова плюс 2. Ну, как бы Террил нету, здесь Зорок. Вполне себе неплохой урон, поэтому быстренько пробегусь. Артефакта у совы нету. Шинна плюс 3. И Зорок на атаке. Джин без пробужденных талантов. Ну да, неплохой результат, судя по прошлым командам. 360 миллионов тоже команда без пробуждений, можно сказать. С артефактом кукла. Настенка. Вспомогательная роль. Кульвида. На разломе и бип. Также глубинный дар. И Джин. Без пробужденных талантов. Но с хорошими талантами. Филта 505. Ну, здесь команда горения не очень хорошо подходит, потому что Филта стоят порознь. То есть у них там большой промежуток между ними. И, скорее всего, взрывы, они по соседним Филта не попадают. Поэтому урон здесь довольно-таки слабенький. Но вполне себе неплохой. 500 миллионов, почему бы и нет. Плюс ко всему, он здесь выбрал Бикса. У него площадь вот такая вот, да. То есть он максимум там достает до 2 Филта. Но все равно 500 миллионов есть. Ой, а вот и наша команда призыва. Она здесь в таком состоянии, что нету бабочки, но есть Эстейон. 208 миллионов. Я так понимаю, не заморачивался. Она, скорее всего, не жила команда. Здесь у нас есть Виньяра, то есть разбитая связь стихий. Даже не стал бы показывать на самом деле. Ну ладно, первый раз призыв увидели. Посмотрим. Но он, скорее всего, да, умирал. 5 место. 3 миллиарда с копейками. Здесь у нас 800 миллионов. Уже версия с ловкачом и с сакредией. Что, кстати, по-моему, плохо. Для ловкача, по-моему, это плохой результат. Здесь еще и Рита есть. Ну, то есть, как-то не будем смотреть. 780 у нас кукла плюс 5. Маштур. Ну, кажется, что плохо, да? Кажется, что плохо. Здесь у нас Лосеня. 604 миллиона. Команда Ледяного Взрыва. Ну, видим, да, что команда под любого босса выглядит одинаково. То есть Виньяра и все, и бьем. Здесь только уже, по-моему, без сопротивления, да, без сопротивления. Просто поставил сюда ее. Филта, тоже горение, тоже Скар, 500 миллионов. Виктор, 200 миллионов смог сделать через дикость. Дикость, причем такая, без артефакта. Сопротивление он всем собрал, довольно-таки много причем. Раздает сопротивление через Синарелла еще.
Эрич. Я, кстати, уже забываю уже некоторые имена, потому что мы их так редко видим. Начинают стираться из памяти. И дракончик. Ирмуш 180. Опять команда призыва с Тиамат и Линой. Он поставил, но, конечно, результат удручающий. Учитывая, что есть артефакт. Да, здесь сундук. Смотреть нечего. Топ-6. 1 500 000 здесь с Агоком. Сацидис плюс 5. Рита. Ну, так себе, да? Учитывая первый результат. 353 без пробуждений. Ладелия 330 миллионов. Здесь 2 героя поддержки. Горение он поставил на суда. В общем, суда. Результат такой. Виктор 270 миллионов через Натаниэля. Давайте быстренько пройдемся без артефакта. Здесь тоже без артефакта. Терривол с донатным. Глубинный дар и Натаниэль. Через сопротивление, через раздачу сопротивления. Ну, на Викторе по-другому никак. И Джин. Эргандер у нас. О, сбор. Без нового эксклюзивного героя, но сбор. 207 миллионов. Это очень посредственно. Очень посредственно. Сопротивление есть. 140 Ирмуш. Опять призыв. 202. Без анализис, кстати. Виктором ударил. Интересно. Учитывая, что это Ирмуш, даже покажу его. $320 миллионов на Филта. Тут у него у обоих рассеивание есть. Точности добрал. Ну, здесь у него, понятно, был разлом. Здесь разлома нету, но 211 точности он ему сделал. Гладис и Гиллиан. Здесь уже нормальная команда, правда урон не намного больше. То есть артефакт нормальный, сборка нормальная вроде бы. Разница всего 40 миллионов. Ну, как-то слабенько. Почему здесь голем, я понятия не имею. Виктор у нас здесь через фурбата. Ну, тоже маловато. Хотя она без артефакта, но мне кажется, все равно можно выкрутить больше. На этом все с рейтингом, потому что там уже смотреть нечего, там полнейший бардак. Что я здесь смог успеть набить, я только попробовал команду яда против вот этой Ладели. Здесь очень много каких-то проблем с расстановкой, то есть призыв Синтрели ей, либо Ладели, я точно не понимаю, кто это призывает, по-моему, Синтреля. Демона в определенное место, он регулируется непонятно как. Тут смещаешь одного своего союзника, и место призыва становится где-то здесь. То есть передвигаешь дракончика, место призыва опять становится где-то сзади, и мы перестаем попадать по всем. Тут с расстановкой, мне кажется, придется помучиться. Я уже помучился, ничего хорошего не смог здесь сделать толком, но команда у меня набивала без ловкача, я его не так давно получил, она набивала где-то 500, по-моему, миллионов. Без ловкача. Хотя мы уже знаем, что без ловкача они набивают до миллиарда, почти миллиарда. Но у меня здесь получалось выжить уже с ловкачом 600, по-моему, 27 максимум. И мы видим, как прыгает урон. Это, скорее всего, из-за как раз-таки, при том, что все выжили, это, скорее всего, как раз-таки потому, что демон призывается не туда. Не смог я повторить свой максимальный результат, поэтому сохраняю здесь вот такой вот. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.